Почему так долго? Когда вообще планируется мастерская? Мне разрешили озвучить. Внимание! Вы можете выиграть голду. Для этого делайте клипы из этого выпуска подкаста. В название ставьте хэштег и свой игровой ID. 3 самых просматриваемых шортса получат от нас приз, а победителей предыдущего конкурса вы видите у себя на экране. Подробности в описании. Всем привет! Вы на канале Standoff 2 Live. Мы возвращаемся с нашим очередным мини-подкастом. И сегодня у нас не менее интересные гости, которых я сейчас вам представлю. В первую очередь это Элина. Элина моя коллега. Элина, пожалуйста, расскажи, чем ты занимаешься в Excelbolt, что ты делаешь? Всем привет! Я отвечаю за воркшоп, она же мастерская. Класс! И сегодня у нас в гостях еще 2 великолепных концептера. Ребята, представьтесь, пожалуйста. Я Влад, и я концептер. Все, что я могу сказать. Меня зовут Ваня, я мапмейкер. Круто. Наверное, комьюнити знает вас больше по вашим никнеймам. Да, никнеймом. Какие у вас? У меня ник Лоуфан. У меня Диди. Я уверен, кто-то точно знает этих ребят. Просто, насколько я знаю, вы не показывали до этого, не дианонились. Не. Все. Эксклюзивный контент. Впервые вы видите лица тех самых концептеров, которых так любят некоторые блогеры по нашей игре. Ну что, сегодня много вопросов, много интересных тем на обсуждение. Поговорим и про вашу часть, про концепты, и, разумеется, про мастерскую. Большей части комьюнити вы известны, но кто-то может не совсем понимать, чем именно вы занимаетесь. Поэтому расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, что именно вы делаете, как вы делаете. Я в первую очередь занимаюсь созданием фанартов в 3D-программах, просто фанатские арты, ничего более. Превью там ютуберам делаю. Я занимаюсь созданием своих карт. Помимо карт я создаю концепты интерфейса, скины рисую, и все. И самый известный фанат Дины Ивановой. Да! Что самое тяжелое в вашей работе? Вот, может быть, какая-то неочевидная вещь, которая многим ребятам кажется достаточно простой. Что там, концепт нарисовать. Что сложного? Вот хотелось бы узнать, что вызывает какие-то трудности, сложности у вас. Мне трудно всего подбирать текстуры для карты. Это у меня самое сложное. Вот пока раз уж мы затронули текстуры карты, я просто не могу не упомянуть недавний Sandstone. По-моему, ты же его делал, Sandstone, который из частей других карт. Да, это я делал. Я думаю, мы на экране здесь сейчас покажем тот самый Sandstone. Если вы не видели, это карта, созданная из кусочков других карт. Как вообще идея эта пришла? Идея пришла от моего друга. Вообще это был заказ от друга для сервера по Counter-Strike 2. Самое сложное в процессе — это достать модели персонажей из стендоффа и, в принципе, как-то сделать их нормально. По дефолту, там, по-моему, каждому конкурсу прикрепляется файл, ссылка на Google Диск с моделями. И там модели, они очень низкополигональные, и у них отсутствуют кости рук для передвижения пальцев. И очень сложно это все соединять, чтобы персонажи нормально работали. Поэтому, это такая одна из самых сложных частей. И что еще могу сказать? Свет сложно делать. Сложно сделать, чтобы он был приятен глазу. Это для меня. Вот раз мы заговорили о трудностях, то можете ли вы вспомнить какую-то работу? Я думаю, мы будем периодически показывать работы ребят на экране. Так вот, какая-нибудь работа, которая заняла у вас больше всего времени или самая вообще тяжелая была? Может быть, пришлось какие-то новые программы изучить для того, чтобы ее сделать, или еще что-то. Вот можете вспомнить, что такое? Да, у меня есть такая работа. Моя недавняя карта Бонсай. Я на нее потратил 2 месяца. Больше всего времени я потратил на создание моделей. То есть некоторые модели я создавал с нуля. Класс. Это карта тоже в каком-то азиатском стиле? Да, это карта в стиле сакуры. Одна из моих самых сложных работ — это была на недавний конкурс Content Creators 2024. Я там сделал комикс про инкассацию. Там была задача изобразить альтернативную историю персонажей стендоффа. Ушло на нее около 2 недель.
А в сумме, наверное, именно работы потратил, ну, часов 60. О. На момент съемки этого видео результаты еще не подведены, Нет? насколько я помню. Но когда ролик выйдет, возможно, мы увидим тебя в числе победителей, потому что 60 часов, вау, это, можно сказать, 2 рабочие недели такие полноценные. Там спорный результат получился, как по мне, не очень. Главное, что скажет комьюнити, мнение в комментариях. Может быть, тогда есть у вас что-то, что вы сделали, ну, как-то невероятно быстро, но получилось клево. У меня есть такая работа. Недавняя работа «Зона 2». Это дуэльная версия карты «Зоны 7». И на нее я потратил всего неделю. Почему «Зона 2»? Почему не 3? «Зона 3» у меня уже была. «Зона 3» была. Да, это в стиле старой «Зоны 9». А вот «Зона 2», «Зона 2» — это логичное название. 2. Что это там, 2 человека? Да, двойка, потому что там в дуэли играют всего 2 игрока. По-моему, делалось на конкурс группы. В ВК там СТНК ЦЦ. Там все креаторы почти сидят, и там был конкурс. По-моему, надо было изобразить Венецию, и я сделал Венецию. Там террористы на лодке едут, и КТшники их поджидают. Прекрасно. И да, больше всех залетел, наверное. Сделал я его что-то за 1,5 дня. Ну, часа 4 потратил. Классно. Здорово. И в призы попал, да? Да, по-моему. У вас вообще, ну, мне просто сейчас мы говорим про временные затраты, я слышу там неделя, 2, 60 часов, месяц, 2 месяца. У вас это хобби сейчас или уже потихоньку в работу? Это моя работа, да. Уже прям Да, я полноценная? этим на постоянной основе занимаюсь. Круто. Элина, может, у тебя что-то? Да, конечно, давно хочу спросить. А вот, ребята, расскажите, вы в основном работаете поодиночке или бывает кто-то помогает вам с какими-то деталями? Ну, бывали коллаборации, я помню, с ребятами. С Нови, Магистр, это тоже такие, еще других не помню. Мы делали реворк Сэмстоуна, он был полностью визуализирован в программе, то есть не на движке, в блендере. На этот концепт делал обзор Веля с Мамонтом. Ну, такой просто коллаб довольно большой, довольно затратный, но все равно времени не хватило, поджимало обновление, хотели сделать такой концепт, чтобы больше всего просмотров собрал, потому что новая обнова. Тогда еще говорили, реворк Сэнстоуна будет, ну и мы релизнули. Вот Влад Здорово. упомянул Сэнстоун, который они делали. Вот структуру для него делал я. То есть это такая Да. большая коллаба была. Халва да? еще делал. Да-да, но я мог бы сделать визуал для нее, но мне пришлось ливнуть из коллабы. Ну, уже. У тебя же уже как бы прогресс, получается, начался, у тебя уже есть сборник. Я не знаю, сколько карт вообще ты сделал на данный момент? Около 12. Но большинство карт — это, можно сказать, копирки. Мгм. Вот смотрите, есть условная карта Сакура, да? У нее должен быть аналог в командном бою, а в игре его нету. Вот я решил его сделать. Мгм. Вот на данный момент у нее есть аналог в дуэлях, а вот в командном бою, как я сказал, нету. Интересно. Вот других карт нету. То есть, по сути, Ой, ты берешь есть. стиль какой-то существующей Да, да. карты из игры и делаешь на ее основе какую-то там новую геометрию, архитектуру и так далее. Да-да. Класс. Ну да, ты говорил, что именно геометрия больше всего нравится. Да. Ну вот я сейчас делаю копирки, да, ну так сказать. Вот мне уже надоело этим заниматься, я решил начать делать более самостоятельные проекты. Вот я сейчас делаю пару карт новых, ремейки старых карт из игры. Вот Арена, Training Outside, Village. Я с нуля делаю визуал, геометрию и так далее. Мне очень нравится. Класс. Ну, ремейки звучит современно и прогрессивно. Сейчас все ремейки делают. Ага. Ну что, я думаю, мы добрались до самой важной и интригующей части. Мастерская. И, Элина, сейчас мы будем еще и с тобой вести беседу про мастерскую. Наверное, я начну, ребята потом продолжат. Возможно, вопросы тоже есть. Но первый вопрос, который волнует, я думаю, большую часть ребят, которые в целом про мастерскую нашу знают и слышали. Почему так долго? Обещали мастерскую давным-давно, и многих интересует действительно вопрос, почему, что случилось.
Да, а почему так долго? Ну, дело в том, что вообще воркшоп и любая мастерская, где мы создаем какой-то игровой контент, состоит как из веб-части, так и из той части, которая интегрируется с клиентом. И тут, видите ли, нам нужно идти с двух сторон, и некоторые стороны бывают не совсем к этому готовы. Я слышал такой тезис, что ну что вот мастерская, да? Ну сайт сделайте. Сколько сделать сайт? 2 месяца. Сделайте сайт, все, ребята грузить на него будут. А тут вот оказывается с клиентом, да, еще, то есть вещь, что надо не просто сделать сайт, на который можно будет загружать вещи, там, карты, концепты и так далее, но и чтобы это еще в игру могло попасть. Да, это очень важно. То есть действительно сделать сайт, на который ребята смогут загрузить файлы, карты, там, сделанные, допустим, в Unity, загрузить описание и отправить ее куда-то, это несложно. Но вот это вот куда-то, это сначала некое закрытое тестирование, то есть, например, чтобы как раз внутри комьюнити вы могли поиграть с собой, протестировать, нет ли там багов, все ли корректно отображается и так далее. То есть здесь уже первый момент, когда должна происходить интеграция с клиентом. И, конечно, сама уже модерация и добавление карты в клиента, чтобы в нее могли играть все. Когда вообще планируется мастерская? Когда мне разрешили озвучить, что мастерская ожидается в 2025 году нашей эры. То есть буквально в следующем году мы очень-очень максимально приложим усилия, чтобы она вышла. Мы в этом заинтересованы не меньше, чем вы, сами понимаете. Мы хотим развивать комьюнити, хотим делать игру более интересной, чтобы у вас было желание там каждый день в нее заходить. Если у ребят вопросов нет, я, наверное, задам вопрос про мастерскую. Каверзный. Не совсем каверзный, но Давай. можешь ли ты рассказать, как вообще это будет сейчас выглядеть, чтобы ребята, которые не в курсе, что такое мастерская, понимали, о чем вообще мы говорим? Да, если вы знаете мастерскую в Steam, то это будет нечто похожее, по крайней мере, в плане сущностей. Идея такая, вы заходите на сайт, вам предлагается добавить карту, вы добавляете файлы карты, вы пишете описание, добавляете какую-то обложку, скриншоты, и после этого карту желательно вам протестировать с вашими друзьями, коллегами. То есть можно будет карту вот с этого сайта загрузить в игру, в какую-то закрытую версию, да, и сначала поиграть, протестировать. Да, все верно. То есть в первую очередь должно идти некое закрытое тестирование, как раз чтобы креатор его со своими, получается, скорее всего, коллегами, которые тоже разбираются в том, как делать карты, чтобы они как раз более профессиональным взглядом на это посмотрели. И обычно после этого уже, если все хорошо, если баги, конечно, вы их правите, меняете и так далее, тоже этот процесс, наверное, может занять не одну неделю. А если все хорошо, карта отправляется на модерацию, уже наши тестеры играют в нее снова. Если все хорошо, карта может буквально сразу отправиться в игру, вот прям вот в стандофф, прям вот в приложение. Ну, по крайней мере, сейчас такая глобальная идея. И на старте, Гениальная. получается, это будут только карты. Да, мастерская, если брать игровой контент, то мастерская будет состоять изначально из карт. Но еще мы готовим сейчас так называемую артовую творческую часть воркшопа. То есть вот вы как раз, ребята, постоянно участвуете в наших творческих конкурсах, и мы хотели бы сделать это для вас более удобным. Мы хотели бы, чтобы у нас было место, где вы можете выкладывать свои работы, где другие смогут их смотреть. То есть некую такую витрину, некую витрину, где можно было бы смотреть, вдохновляться, более удобно и комфортно принимать участие в конкурсах. То есть воркшоп, по сути, должен состоять из двух видов контента, игровой и неигровой. И если игровой должен выйти в 2025 году, как я уже сказала, то неигровой мы надеемся запустить пораньше, потому что звучит это вроде как попроще. Музей концептеров. Музей. Вот, ребят, я хотела задать тоже очень важный вопрос. Возможно, нашим зрителям тоже это было бы интересно. А каким софтом вообще вы пользуетесь для того, чтобы создавать свои проекты? Может быть, чтобы зрители уже начинали изучать его? Софтом, который не читы. Софтом, который программы просто. Для создания своих проектов я использую Unity и Blender. Это понятно по футболке. Да. Ребята, запоминайте Unity и Blender. Влад? Я еще использую Photoshop. И Photoshop. Я использую... изначально, когда я только начинал создавать арты, я использовал Cinema 4D.
Но мне этот софт не понравился, платный, пиратить сложно, пиратить нельзя. Убирать нельзя. А потом, благодаря совету моего друга, я пересел на Blender 3D. Абсолютно великолепная программа с множеством плагинов, очень удобно с ней работать. Вдобавок к Blender я использую Lightroom, это от Adobe, и сам Photoshop. Мгм. Как вы думаете, насколько человеку, который не совсем разбирается вот в том, что вы сейчас сказали, но у которого есть очень большое желание, например, создавать тоже свой собственный контент по игре, насколько сложно стать вот концепт-артистом, контент-мейкером, как угодно? Вот если человек хочет создавать свои карты, он будет создавать их в Unity, а Unity очень простой движок для освоения. Любой новичок может в нем за день разобраться. Даже так? Да. Ну вот про создание артов, это, ну, в принципе, Blender это довольно легкая программа с множеством туториалов бесплатных на Ютубе, поэтому, ну, я думаю, там хватит недельки просто поделать уроков, а дальше с использованием Гугла проблем не будет, довольно легкий софт. То есть, ребята, учим Unity, учим Blender, и, в принципе, этого достаточно, да, чтобы начать уже хотя бы с какой-то базы что-то создавать свое по игре. Элина, Да. у меня вопрос к тебе, скорее. При разработке воркшопа учитываешь ли ты пожелания контент-креаторов? И если да, то что, например, в вашей работе изменилось благодаря вот ребятам? Какой хороший вопрос. Спасибо большое. Да, Жень, на самом деле, безусловно, мы учитываем пожелания креаторов. Я надеюсь, Влад и Ваня, вы подтвердите мои слова. Подтверждаю. Они кивают. Да, мы, безусловно, учитываем. Мы проводим так называемые каст-девы, то есть ребятам мы показываем наши макеты, прототипы. Они смотрят, что удобно, что неудобно, где что-то непонятно. Интерфейс обязательно мы им показываем, то есть весь пользовательский путь, по крайней мере, в части создания карты, мы с ними проходим. И отвечая на твой вопрос, что изменилось, на самом деле, благодаря тому, что ребята мне озвучили по поводу наших предыдущих макетов, что там какие-то вещи неудобные, непонятные, неоднозначные, скажем так, мы полностью поменяли процесс добавления карты. И это действительно очень большое изменение, потому что оно как раз, это ключевая задача в веб-части воркшопа, и, в принципе, повлияли на нее как раз ребята всем своим дружным сообществом. За что вам спасибо. Будет ли какая-то монетизация для контент-креаторов, которые свои работы будут загружать в мастерскую? Ой, это прекрасный вопрос. Особенно по части неигрового контента я, конечно, не отвечу, потому что я То так есть неигровой понимаю... контент это вот Это арты. фан-арт, вот Да, вот то, что, например, это не всегда фан-арт, да, допустим, конкурс, на который можно и 2 недели делать, да. То, что касается неигрового контента, я точно сейчас не отвечу, потому что я так понимаю, неигровой контент сейчас участвует в конкурсах, в которых есть денежные призы. То есть, монетизация уже какая-то есть. А по поводу игрового контента, безусловно, мы планируем ее ввести. Планируется ли вообще увеличение количества конкурсов и привлечение новых контент-креаторов? Слушайте, вопрос очень хороший. На самом деле, конечно, вот я, как представитель воркшопа, на него ответить не могу, но в целом все наши представители комьюнити понимают, что вы хотели бы больше конкурсов, и в целом мы по возможности действительно увеличим их число. А второй вопрос я забыла. На самом деле, я могу, про конкурсы тоже дополнить, что наш отдел как раз комьюнити занимается тем, чтобы проводить какие-то новые конкурсы. Мы сейчас иногда экспериментируем с форматами. И, возможно, для аудитории СНГ не особо это заметно, но мы стали проводить больше подобных активностей еще за пределами СНГ. Бразилия, Турция, США, у нас там запускаются такие свои небольшие локальные вещи, чтобы, возможно, кого-то из креаторов выцепить и за рубежом. А для СНГ, где сосредоточена большая часть креаторов, конкурсы насчет увеличения количества я точно тоже, конечно, не знаю, но то, что идут эксперименты с форматом, это уже есть. Потихоньку начинаем что-то вот как-то новое пробовать, что-то более интересное.
Вот делали конкурс на Хэллоуин, по-моему, там надо было именно кадр из какого-нибудь известного хоррор-фильма изобразить. Тоже Да-да-да. частенько черпаю идеи из каких-то фильмов, беру оттуда кадры, пытаюсь что-то сделать похожее, но при этом добавить своего, чтобы это красиво выглядело. В основном фильмами вдохновляюсь. Например, вот какого жанра хотя бы? Ну, то есть это разные... Ну, да, то есть нет вообще такого, что разнообразные. там, я смотрю только фэнтези и рисую стендов с драконами. Нет, такого то нет. есть это разно. Хорошо. Ну, на Хэллоуин я там делал арт, но я его не доделал. Там, по-моему, из... как он назывался? Который с маской такой. Кошмар на улице. Джейсон? Нет. Да, Джейсон. Я оттуда кадр брал, там что-то дом полыхающий был. Но этот арт в серию не вошел, потому что я там очень жестко накосячил и вообще не успевал в срок сделать работу. Ваня, у тебя есть какие-то источники вдохновения? Да, у меня есть источники, но в основном из Counter-Strike. Там есть очень много классных карт в воркшопе. Некоторые из них я беру как референсы. Вот есть карта какая-нибудь, да? Я вот взял с нее идею и ищу подобные места в интернете, вот, какие есть в реальной жизни, и скачиваю фотографии. И помимо Counter-Strike есть и другие игры. Вот играю какую-нибудь игру, и мне нравится левел-дизайн там. Вот я восхищаюсь, и мне хочется создать что-то подобное. Да, ребят, мы говорили про творчество в рамках стендоффа, о том, что создаете вещи, посвященные именно этой игре, но все равно творчество — это творчество, и его полет порой трудно предугадать. Так вот, интересно узнать, есть ли у вас какие-то творческие проекты помимо стендоффа, делали ли что-то вне этой игры, или, может, планы есть на это? Да, такое было. У меня сейчас 2 проекта я так чисто для себя делаю, чтобы получить опыт, ну и как-то разнообразить свое творчество. Это не в планах публиковаться. И есть вот всякие ютуберы заказывают для своих отдельных проектов по стендоффу, там условно им дизайн какой-то для рекламы, для оформления чего-то, да, то есть бывает. То есть это ютуберы не всегда по стендоффу даже? Интересно. Ваня, у тебя как? У меня есть один проект в разработке. Я не буду говорить конкретно, что я там делаю, но вот эта карта, мне вот очень хочется сделать интересную карту не в стиле стендоффа, не коридорную, а вот такую большую, разнообразную, и с коридорами, и с широкими пространствами. То есть какой-то большой секретный проект. Да-да. Когда можно его будет ждать? Не, он чисто для меня. Просто... Да, попрактиковаться, так сказать. То есть у вас, у обоих есть какая-то вещь, которую вы делаете для себя, просто чтобы навыки отточить и как-то развиваться. Это на самом деле очень круто. И если вы тоже хотите, дорогие зрители, прогрессировать в творчестве и становиться классным профессионалом, то вот такие вещи нужно делать, придется их делать. Мы говорили про монетизацию на воркшопе, говорили про то, что у вас есть свои собственные способы монетизировать то, чем вы занимаетесь. Вы прогрессируете, растете, что-то делаете постоянно для того, чтобы развиваться. И были ли у вас вообще мысли о том, что дальше вы планируете делать? Как на некоторых собеседованиях любят спрашивать, кем вы видите себя через 5 лет. То есть хотите ли вы дальше заниматься вот именно таким творчеством или, возможно, пойти куда-то там, в геймдев-студию какую-нибудь работать над чисто одним проектом? Или все-таки хочется остаться больше вот тем, что есть? Конечно, безусловно, такие планы есть. Я еще до конца не определился с сферой, но я хочу уйти в индустрию игр. Не определился, да, хочу ли я именно в левел-дизайн, либо в создании персонажей. Это пока в планах, и в планах я бы хотел работать в Axelbolt в дальнейшем. Мы будем учитывать это. Вот я пока собираю свое портфолио, и в будущем мне хотелось бы работать в какой-нибудь геймдев-компании левел-дизайнером. То есть у вас есть именно такая идея, что мы хотим дальше идти именно в геймдев, именно работать вот по этой, связать свою будущую работу именно с этим, не оставаясь в статусе концептера. Да. Классно, это
хорошие планы, амбиции поняты, голоса услышаны. Мы будем, конечно, ребят, будем смотреть за творчеством, следить, и если что, как бы вакансии всегда на сайте есть. Самый главный вопрос, как вы промоутите сейчас свое творчество, как вы рассказываете аудитории о нем, и где можно посмотреть на ваши работы? Я свои работы выкладываю во все свои соцсети. И их я выкладываю в группу СНК КК. Вот, абсолютно все свои работы туда выкладываю. И иногда блогеры рекламят мои работы. Вот Мамонт недавно пропиарил мою карту Зоны 2. То есть они просто видят, что Да, им нравится. интересный проект, Да, и да. сами дают такую бесплатную рекламу. Да. Я публикую в основном в ВК, у меня там своя группа. Публикую в ВК и отправляю в предложку разных пабликов. Раньше Джампер был, бывший околоразработчик или что-то там такое подобное. Вот он публиковал частенько арты, фанарты, тоже помогал. А теперь в основном вот ВК, НКЦЦ выкладывают. Может какой-нибудь блогер и постит себе в ТГ-канал и тому подобное, ссылку оставит и пиарится. То есть вот это сообщество, которое вы оба назвали, СТНК СТНК, это что-то вроде такого общего паблика для всех креаторов, там все творчество, да, по стендофу есть? Да? И круто, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на сообщество ребят, подписывайтесь на их каналы, группы, подписывайтесь на канал Standoff 2 Live, ставьте лайк этому видео, обязательно пишите свои комментарии о том, что вы хотели бы добавить в Standoff, чего в игре сейчас не хватает. И большое спасибо вам, ребят, что пришли. Было очень интересно пообщаться. А вы, ребят, пишите в комментариях, кого нам позвать в следующий раз. Всем пока! Пока! Пока!